Вот есть ли жизнь в пустыне? Смотри вокруг. Жизнь есть, она благоухает. Вся эта зеленая красота, все это множество красок. Это и коровник, это и бычки на развод, это и курятник. Магазин, есть школа, садик, бассейн, есть теннисный корт. А до этого здесь евреи не жили вообще. Я хотела ехать в город. Мне не хватает ресторанов, кафе, каких-то, может быть, концертов. А тут какой-то поселок. Я считаю себя доктором по репатриации. Я обязана убедиться. Что стоит взять с собой в кибуц? Морковку и редиску, арбузы, картошка, пшеница. 1350 шекелей. Маму, папу, детей, врача, утюги, чайники, кастрюли. Вообще в Израиле купить можно все, что угодно. 1350 шекелей. Много теплой одежды. Машину. У меня нету машины. Здесь довольно... Но у тебя есть данные, поэтому машина нашлась. Ляд-ляд, как здесь говорят. А люстру я сама сплела, это макраме. За ожиданием следует какое-то разочарование. В общем-то, как представляли, так, наверное, все это и выглядит. Это я могу гарантировать. Спасибо большое. Побежали дальше. Привет, друзья! Дневник репатрианта был бы неполным без заметок про кибуцы, в которых мы живем, и про программу, по которой мы сюда приехали. Эта тема непростая, так как кибуцы, как и родственников, не выбирают. Однако каждый из нас живет в самом лучшем кибуце. При этом, чтобы вы понимали, мы не члены кибуца, мы его гости. Но я рад быть частью чего-то масштабного и сыгравшего важную роль в становлении современного Израиля. И порой захватывает дух от осознания того, что мы живем в кибуце, в котором жила дочь Голда Меир, а рядом находится кибуц, в котором жил сам Давид Бен-Гурион. И вообще, история каждого кибуца уникальна и заслуживает отдельного фильма, отдельного выпуска. И именно так родилась идея создания совместного масштабного проекта с программой «Первый дом на родине» под названием «Кибуц Лайф». В рамках этого проекта мы постараемся объехать всю страну и побываем во множестве кибуцев, которые принимают новых репатриантов, пообщаемся с местными жителями, а также с алимами, которые там начинали свой путь, и некоторые до сих пор живут в этих же кибуцах. Ну и, конечно же, расскажем о программе «Первый дом на родине», которая существует уже более 30 лет, и как именно она помогает новым репатриантам мягко приземлиться в Израиле. Мы решили начать цикл фильмов про кибуцы именно с Машабе Саде не случайно. Во-первых, он находится в пустыне Негев, который занимает 60% всей территории Израиля. Во-вторых, он каждый год исправно принимает новые семьи репатриантов с разных уголков планеты. Ну и в-третьих, именно он стал первым домом директора программы Елены Коварской, которая живет там до сих пор. Watch me, just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't know what you need.
Всем привет! Сегодня я хочу показать и рассказать вам о кибуце, в который я приехала со своей семьей 30 с лишним лет назад, который я очень люблю и который стал не только моим первым домом на родине, но и постоянным домом на всю жизнь в Израиле. Я очень горжусь этим местом, я очень ценю это место и очень верю в это место. И про все это я хочу рассказать вам сегодня. Для того, чтобы немножечко дать вам понять, что было и что стало, я предлагаю вам посмотреть на ту сторону нашей смотровой площадки и постараться запомнить этот удивительный вид пустыни, совсем не похожий на то, что вы себе представляете. Когда вам говорят слово «пустыня», вы видите перед собой пустыню Сахара с барханами, бесконечным синим небом, сливающимся с желтым песком. Правильно? Правильно. Пустыня в Израиле совсем другая. Обратите внимание, это сопки, это пригорки, это серо-желто, темные, светлые тона. Никаких барханов. Очень важно посмотреть на ту сторону и запомнить картинку. А потом посмотреть на эту сторону и внимательно попробовать себе представить, что все это зеленое, красивое, все, что вы видите здесь, изначально было точно таким же, как вы видите на той стороне. То есть вся эта зеленая красота, все это множество красок, все буйство растений, цветов, деревьев, кустов, зеленая постриженная травка, красивые дома, утопающие в клумбах, все на самом деле выглядело 100% так же, как выглядят безжизненные сопки, покрытые колючкой. Люди пришли сюда 72 года назад. Искали место для того, чтобы построить новый поселок. Нашли здесь источник воды. Небольшой источник воды, в честь которого и назван этот кибуц. Машав, Машабей – это источник воды, источник силы, источник энергии, ресурс всего хорошего, что есть у человека. Нашли здесь воду, поставили 3 палатки, привезли цистерну воды и мотыгами начали закладывать первое здание этого кибуца. Все вручную. Прошло 72 года, и в этом замечательном месте живет порядка 500 человек, которые работают здесь, растят детей, продолжают обживать это место, продолжают застраивать его, приглашают к себе новых молодых людей, молодых специалистов, семьи с детьми. Здесь они работают, здесь они продолжают дело, начатое их отцами. Вместе строят будущее этого замечательного места. Сегодня порядка 40 кибуцев принимают репатриантов в рамках программы «Первый дом на родине». Большинство кибуцев находится в северной части Израиля. Начиная с границы с Ливаном, самые красивые места, самые туристические места в Израиле. Этот регион называется Верхняя Галилея. Там находится порядка 11-12 кибуцев, в которые приезжают наши участники программы. Следующий регион – это регион возле озера Кинерет, Иорданская долина. Тоже изумительное место, красоты необыкновенной, река Иордан, старые заслуженные кибуцы, прекрасные школы, детские сады. Следующий регион – это регион возле Афулы, который называется Израильская долина. Все репатрианты приезжают в этот регион, в кибуц Мерхавия, который находится прямо возле Афулы. Есть замечательный поселок Хинанит, который находится на севере. Кибуцы Эйна Шофет и Ягур, которые принимают семейные пары без детей и несемейных репатриантов, и другие. На юге мы работаем с регионом, который называется Рамат-Негев. Мой кибуц является частью этого региона. Кроме кибуца Машабей-Саде, здесь принимает кибуц Ревивим и религиозный поселок Ретамим, который находится недалеко от кибуца Ревивим. Есть замечательный регион, называется Ишколь. Он тоже находится на юге, прилегает к региону Рамат-Негев. Там на сегодняшний день репатриантов принимают 3 кибуца – Цейлим, Гвулот и кибуц Эйна Шлуша. Во всех этих кибуцах есть люди, которые остались после программы. Елена, мы с вами подошли к очень красивому месту. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Первые поселенцы, как я уже сказала, жили в палатках. Первое здание, которое они построили, это было здание столовой. В столовой не только ели, не только встречались и общались, в столовой решали все насущные проблемы.
собиралось правление, собиралось руководство, собирались все члены коллектива для того, чтобы обсудить все насущные проблемы. Это был некий совет такой. Это был совет кибуца, конечно, конечно. В 1949 году, это то, что написано в верхней части, члены группы, которая называлась Халуца, еще до названия Мышабей-Саде, приехали на это место, поставили здесь палатки, построили эту столовую. Здесь они заложили фундамент будущего кибуца. Эта столовая служила правдой до 1950 года. В 1959 году было построено новое здание столовой, которое мы вам покажем. История любого кибуца – это история преодоления трудностей. Начинать все с нуля, строить на ровном месте новый дом, новый поселок, новое общество всегда трудно. Те, кто заложили этот кибуц, верили в то, что здесь будут жить люди. А до этого здесь евреи не жили вообще. Посмотрите, какая красота вокруг вас, какие замечательные молодые семьи, взрослые люди, пожилые люди здесь живут. Это место живо благодаря им. Елена, насколько мне известно, в 90-х годах вы тоже выбрали эту программу для себя и приехали как участник программы «Первый дом на родине». Почему выбрали эту программу? Что она сейчас дает новым репатриантам, что давала тогда? Изменилось что-то или нет? Спасибо за вопрос. На самом деле, отличный вопрос. Почему мы с мужем и с ребенком выбрали программу «Первый дом на родине»? Мы москвичи, которые всегда с задранным носом и которые предполагали, что единственное место, где они могут жить в Израиле, это Тель-Авив. Как профессиональный преподаватель иностранных языков я очень хорошо отдавал себе отчет в том, что иврит – это залог нашей успешной адаптации в Израиле. Мы занимались ивритом до приезда, и я всеми возможными способами искала то место, которое по приезду в Израиль позволит нам много времени посвящать ивриту. Я открыла для себя эту программу, находясь еще в Москве, благодаря друзьям, которые уехали по программе. Я очень боялась ехать в кибуц, я не буду этого скрывать ни от кого. Мне казалось, что я наказываю себя и наказываю свою семью тем, что привожу их в какую-то непонятную деревню. Мы никогда в жизни не жили в деревне, мы жили в центре большого города, а тут какой-то поселок. Поселок в пустыне, да, какая-то деревня в пустыне. Но я себе сказала, полгода ради иврита мы выдержим. Кроме того, мне сказали, что садики здесь неплохие. А мы ехали с 5-летней девочкой, ее тоже нужно было куда-то устраивать, поэтому мы выбрали программу «Первый дом на родине». Мы приехали сюда, я была в шоке от всего того, что я увидела. Это никоим образом не напоминало никакую деревню, которую я себе воображала, находясь в Москве. Нас очень хорошо приняли. Нам уделили очень много внимания, нас везде водили за ручку, нас поддерживали. Нам действительно очень комфортно было здесь учить иврит, и мы очень быстро продвинулись. Через полгода мы уже начали общаться, а через год мы свободно заговорили на иврите. И, собственно говоря, и сегодня смысл нашей программы в том, чтобы мягко приземлиться в Израиле, чтобы знать, что кто-то где-то тебя ждет. Кого-то где-то волнует, как ты доедешь, как ты приедешь, как ты расселишься, как твои дети адаптируются, как ты будешь учить иврит. Всем есть дело до того, какие у тебя трудности и как можно помочь тебе это решить. Елена, за вашей спиной находится здание новой столовой кибуца. Расскажите, пожалуйста, в чем важность этого места для кибуца? Столовая – это знаковое место в любом кибуце. Столовая – это место, где люди едят, естественно, там готовят и подают еду, и вкусную, и большой выбор еды и так далее. В столовой люди встречаются и общаются друг с другом, обмениваются новостями, обсуждают события, принимают какие-то решения, которые потом влияют на всю жизнь кибуца. Столовая – это еще и источник дохода для кибуца, потому что столовая обслуживает гостиницу. В нашем кибуце есть большая, серьезная гостиница. Гости, которые отдыхают в нашей гостинице, которые плавают в нашем бассейне, которые гуляют по территории, пользуются детскими площадками, они же и обедают в нашей столовой
и это один из источников дохода нашего кибуца. Кроме гостиницы, в нашем кибуце есть предприятие, промышленное предприятие, которое изготовляет запорную арматуру из латунно-медного сплава. Доход от этого предприятия также идет в кассу кибуца. Кибуц занимается обширно сельским хозяйством. Это и коровник, это и бычки на развод, это и курятники, это и еще всевозможные сельскохозяйственные угодья, где кибуц выращивает в том числе морковку и редиску, которые экспортируются в Россию. Арбузы, картошка, пшеница и так далее. Все доходы от сельского хозяйства также идут в общую кассу кибуца. Во всех интервью вы говорите, что главные приоритеты программы – дети и иврит. Как эти приоритеты реализуются по программе? Как семьи живут на корзину, как успевают учить иврит и, главное, как дети чувствуют себя в кибуце? Конечно, ответить на все эти вопросы развернуто нужно 1,5-2 часа. Поэтому я постараюсь коротко. Мы с вами сейчас стоим возле одного из детских садиков того кибуца, где я сама живу, кибуца Мошабей-Саде. Красота нечеловеческая. В этом садике выросли 2 моих детей, которые родились в Израиле. Я очень люблю это место. Я сама работала здесь помощником воспитателя в первые годы после того, как мы репатриировались. Дети – самая важная, самая основная движущая сила того, что влечет родителей репатрироваться в Израиль. Все родители хотят быть уверены, что их дети находятся в лучших детских садах, в лучших школах, в лучших условиях. Только при условии, что родители спокойны за своих детей, они могут сосредоточиться на иврите. Именно на этом ките стоит наша программа. Кибуцные детские сады и школы известны по всему Израилю. Они считаются лучшими, они считаются самыми эффективными, самыми качественными, самыми. И это то, что дает наша программа. Самые лучшие детские садики, самые лучшие школы для детей новых репатриантов. Тот факт, что детям хорошо, а детям 100% будет хорошо, это я могу гарантировать, позволит родителям сосредоточиться, успокоиться и заниматься ивритом эффективно полгода в первые месяцы в стране. Все расходы репатриантов на программе субсидируются кибуцами и программой. Ни одна семья в первый год проживания в кибуце не платит реальные цены за детский сад, за квартиру и за другие услуги, которые предоставляет им кибуц. Данный конкретный садик, его реальная цена на сегодняшний день больше 2000 шекелей. Участники программы платят за него 1350 шекелей на сегодняшний день. Квартиры, в которых живут новые репатрианты, которые вы увидите сегодня и сможете задать вопросы самим участникам программы, их реальная цена 2500 шекелей, репатрианты платят 1350 шекелей в месяц, включая воду. Соответственно, все это позволяет репатриантам уложиться в то пособие, которое платит им Министерство алии и интеграции, а именно корзину абсорбции. Мы сняли детскую площадку и обратили внимание на то, что дети играют настоящими предметами, утюгами, какими-то другими вещами. Тут так заведено? Однозначно. И это тоже особенность кибуцных детских садов. Кибуцный подход к воспитанию детей говорит о том, что чем раньше дети начинают играть в ролевые игры, изображают маму, папу, детей, врача и так далее, все, с чем они сталкиваются в реальной жизни, тем быстрее идет их интеллектуальное развитие. Во дворах кибуцных детских садов вы найдете утюги, чайники, кастрюли, все настоящее, вышедшее из употребления. Дети играют этим во время прогулки во дворе детского сада. Кроме прогулки во дворе, дети ходят на экскурсию ежедневно по территории и знакомятся со всеми растениями и животным миром, который находится на территории кибуца. Все это элементы воспитания и образования детей. Итак, мнение директора программы мы узнали. И теперь давайте пообщаемся немного с новыми репатриантами, которые приехали в кибуц не так давно, и сравним полученную информацию. Пообщаться с нами согласилось 2 семьи. И сейчас я направляюсь к Вере, которая так любезно согласилась показать нам свою квартиру.
welcome, welcome. Покажи мне, пожалуйста, что у тебя есть в квартире. Все довольно-таки просто. Это салон. Здесь кровать, на которой спит Илана. Кондиционер в этой комнате есть. Все очень уютно. Это ты сама Спасибо. все сделала? Ну, не все, что-то я приобрела во всеми любимой Икеи. Вот похоже на лампу, да? Да, торшер, люстр. Может быть, Ой, палатку? это шалаш. Шалаш. Это подарок на день рождения Иланы. Это из последних уютных новинок у нас. Смотрю, красиво. А люстру я сама сплела, это макраме. А это моя спальня. Заходите. Довольно-таки небольшая, тоже здесь люстра моей ручной работы. Вот такая уютная, в стиле бохо. Потом я еще сделала зеркало вот это, тоже мне очень нравится. Вообще кибуцу идет стиль бохо, какой-то такой облегченный скандинавский стиль. Может быть, рустик? Рустик тоже, конечно, вот. Короче, у меня эклектика получилась из этих стилей. Вот полку я тоже прибила. Поставила сюда картины. На мой взгляд, очень уютно. Вообще, наверное, для всех практически тяжело уезжать из своей родной квартиры, в которой все было так просторно, хорошо, в кибуц. Понимаешь, что здесь будет малогабаритное жилье, но когда ты вот это все обставляешь, вносишь вот эту нотку уюта, да, становится легче. Вот я свою вот эту квартиру уже обожаю. Хотя, когда я зашла, конечно, мне было немножко грустно. Я скучала по своей квартире. Но ляд-ляд, как здесь говорят. Кухня – это отдельная тема. Она очень маленькая, поэтому здесь нужно придерживаться одного правила – минимализм, в том числе и в продуктах. Не надо закупать вообще в Израиле много фруктов, овощей, потому что из-за погоды довольно-таки все быстро портится. Лучше по чуть-чуть, и так как кухня не габаритная, как раз это моя методика, и эта кухня, мы подходим друг к другу. Вообще в Израиле купить можно все, что угодно. Здесь есть Икеа, здесь очень классные вот эти банки, они абсолютно во всех магазинах, в универсамах, стоят недорого. Также вот must-have, я считаю, для таких маленьких кухонь это рейл, на котором можно все что угодно повесить. А это наши павлины. Даже вот из этого 1 квадратного метра тоже я умудрилась сделать место, которым я наслаждаюсь. Вера, как давно ты на программе? На программу я приехала 29 сентября 2020 года. 2020 года. Приехала сразу в кибуц Машабе Сады. Сначала я прошла карантин, и 29 сентября я приехала сюда, в Машабе. Что ты застала здесь в квартире? Здесь было пусто? Или какие-то элементы декора присутствовали, остальное ты дополнила или все с нуля? Здесь была вот эта кровать, еще был диван, много каких-то тумбочек, но я решила... Ну да, это вот, кстати, у нас также было в квартире. Один в один. Я решила разгрузить немножко помещение, комнаты и оставила только самое-самое необходимое. А по оснащению? Был холодильник, был чайник, все необходимое, да? Был холодильник, чайник, да. Хорошо. Телевизор мой. Давай вот здесь сейчас как раз обсудим. Сколько потребовалось времени, энергии и денег, чтобы обустроить все так уютно, как у тебя сейчас? На самом деле не очень много времени. Может быть, как-то за месяц, пока у меня был ульпан, как в выходные я ездила по магазинам, по своим каким-то делам, что-то покупала. Какой-то такой цели не было, чтобы все, я сейчас здесь ремонт сделаю. Но хотелось уюта. Но хотелось уюта, да. Но здесь в Израиле очень легко купить какие-то штучки, они реально везде. Мы также ездили в Икею и увидели, что, в принципе, тут есть все то же самое, что нам нравилось там, можно найти здесь, просто стоит других денег. А как ты это все решала, не имея машины, или у тебя есть машина? У меня нету машины, здесь довольно... Ну, у тебя есть данные, поэтому машина нашлась. Сколько денег ты потратила на обустройство всей этой квартиры? Если честно, я не считала, но, наверное, вот эти покупки из Икеи мне где-то 2000 обошлись. А расскажи, страшно ли тебе было переезжать в новую страну и почему ты выбрала именно программу? Ну, сюда мне не было страшно переезжать, эта идея у меня уже давно зародилась. Программу я почему-то игнорировал долго и упорно, я хотела ехать в город, потому что я занимаюсь сапсерфингом, я думала продолжить это там, как бизнес. В общем, кибуц я вообще не рассматривала, тем более кибуц в пустыне. Как мне кажется, большинство репатриантов. Да.
Оказалась я тут исключительно из-за короны, из-за жестких карантинных мер в Израиле. Я подумала, что все-таки в кибуце ты живешь на природе, тут спокойнее, да. И это не будет так давить, вот эта изоляция. А когда я здесь оказалась и пожила, я абсолютно вообще не жалею о своем решении. Я даже считаю, что я была не права, когда считала, что кибуц — это не для меня. Ну, конечно же, как и у многих, был стереотип, что в кибуце скучно. Все это быстро развеялось. По вечерам я хожу в секцию плавания, научилась здесь плавать. Довольно-таки технично, профессионально. Ты же это тренер по САПу, там же нужно уметь плавать. Ну, я всегда умела, конечно же, плавать, но не настолько профессионально, как сейчас. Спасибо, кибуц. Я считаю, кибуц — это идеальное место для воспитания детей, особенно дошкольников, младшие классы. Первые полгода, честно сказать, было тяжело из-за незнания иврита. Были слезы, когда мы ходили в сад, но через полгода это просто другой ребенок, который уже знает иврит лучше, чем мама, с удовольствием бежит в сад. Сады тут просто волшебные. Даже я не мечтала о таких. На самом деле для комфортной жизни в кибуце есть все. Есть магазин, есть школа, садик, все рядом. Также есть бассейн, есть теннисный корт, тренажерный зал. Еще очень много мероприятий в кибуце проходит, все праздники отмечаются очень масштабно и весело. Но лично мне не хватает ресторанов, кафе, каких-то, может быть, концертов. Но есть доставка пиццы. Да, корзины мне хватало всегда с самого первого месяца, потому что жизнь в кибуце, она такая немного аскетичная, потому что нету каких-то развлечений, кафе, ресторанов. И ты тратишь только на самое необходимое, а корзин для этого достаточно. Ульпан. Ну, в процессе учебы были разные периоды. В какой-то момент казалось, что все очень легко, в какой-то момент наступало отчаяние и непонимание вообще языка. Но закончила я его довольно-таки хорошо. Но в итоге, когда я устроилась на работу, я поняла, что ульпан довольно-таки сильный, потому что у меня была обширная лексика, я могла общаться. У меня не было страхов. И сейчас она пополняется каждый день. Я очень довольна. Ну, я считаю, кто ищет, тот всегда найдет. Периодически работа в кибуце есть. Это уход и помощь пожилым людям. Также есть работа в столовой. Также периодическая работа в магазине или на заводе. Но я работаю за пределами кибуца по-нашему можно назвать это турбазой. После окончания программы я уже всей душой полюбила это место, привыкла. Я поездила по Израилю, посмотрела города, и пока что я считаю лучшее место для жизни, для меня лично и для моего ребенка — это кибуц. Я хотела бы остаться здесь жить, растить детей. Повторюсь, это идеальное место. Еще пандемия накладывает свой отпечаток. Все-таки в кибуце больше свободы, ты можешь выйти сразу погулять, ты живешь в природе. Ну, в дальнейшем посмотрим. Ребята, вы приехали в кибуц из Москвы, попали из большого города в маленький кибуц. Были ли какие-то представления или ожидания от этого места? Ну, каких-то особых ожиданий не было, потому что, в принципе, ожидания, они всегда, за ожиданиями следует какое-то разочарование. Мы скорее отнеслись к этому, ну, изначально старались относиться к этому как к такому приключению, какому-то исследованию. Вот, поэтому каких-то там страхов не сказать, что они были. Кибуц мы представляли, да, что это такое поселение. В общем-то, как представляли, так, наверное, все это и выглядит. У меня вот у мамы, точнее, бабушка моя жила в таком поселке, где тоже дома не больше 2 этажей и своя какая-то инфраструктура. И вот мне кибуц напоминает именно такой поселок, где есть своя какая-то инфраструктура, сад, школа, магазин. Есть да, в принципе, такое в таком мини-формате на каждый день все присутствует. Это очень комфортно, очень удобно, что не надо преодолевать какие-то расстояния, там как-то ехать. Но вы приехали в кибуц с детьми, правильно? У вас да. 2 детей. Как
им в кибуце комфортно, нравится, не нравится, никакой Им дискомфорт? вообще отлично. Вот единственное, кстати, касаемо каких-то страхов, возможно, был такой момент, как будут дети. Да, мы слышали, что детям вообще супер, но все равно я, честно, побаивалась, что как они там вольются в коллектив, что, ну, потому что в России были тоже там в том же саду какие-то ситуации, что там, ну, не всегда ребенок хотел идти в сад. Здесь вообще все отлично, то есть в школе мне и учительница постоянно хвалит ребенка, как он хорошо себя чувствует в коллективе, и он, да, и сад, и школа, вообще вопросов Наверное, нет. завели новых друзей. То есть для меня, как для мамы, это прям бальзам на душу. Конечно, да. Хорошо. И друзья, и... А по корзине абсорбции вам хватает тех денег, которые дают по программе? Или вы где-то подрабатываете вот сейчас во время нашего интенсивного ульпана? Ну да, как ты сказал, ульпан интенсивный, да, поэтому как-то подработать, возможно, не так просто, но здесь возможно найти подработку, и мы сейчас тоже как бы этим как бы интересуемся и даже, можно сказать, уже пробуем. Было бы желание. Да. Работу помогут найти. Например, в нашем кибуце предлагают работу в столовой, при ближайших оливковых полях можно подработать. Как я уже слышал. Работа есть, да. Да. И если учесть, что мы находимся фактически посреди пустыни, Женя, как ты думаешь, вот есть ли жизнь в пустыне? Смотри вокруг. Жизнь есть, она благоухает. Это оазис, который люди создали в песках. Да, это колоссальный труд, и мне кажется, это единственная страна, кто достиг таких успехов в создании таких условий для жизни в пустыне. То есть лучше не придумаешь, честно говоря, потому что наилучший климат, который подходит для людей, испытывающих проблемы с жарой. Как бы ни говорили, что пустыня это жарко, все-таки здесь легче переносится жара, чем около моря. Потому что меньше влажности. Да. Согласен. Да. Окей, спасибо большое за интервью. Побежали дальше. Дом, семья, любовь. Кибуц – это, наверное, жизнь на природе, это комфорт, и, наверное, это люди, это какое-то, это общение, это такая взаимоподдержка. Да, наверное, я одним словом скажу, это полная свобода в кибуце, вообще в Израиле, свобода мыслей, вообще своего восприятия других. Я это чувство ощутила только здесь, я к нему долго стремилась, но это все в элементарных мелочах проявляется. Два предмета одежды и любимая книга. Ну, наверное, много теплой одежды. Если говорить именно про кибуц, то машину. При переезде, конечно, необходимо взять много вещей, но у меня было 3 необычных интересных позиции. Первая – это велосипед, мой родненький из России. Вторая позиция – это швейная машинка. Это мое хобби. Я решила продолжать жить своей обычной жизнью, не забывать про свое увлечение. И периодически я шью себе классные летние платья. Ну а третье – это взять с собой правильный настрой, понимать, что все получится, и резко не реагировать на какие-то трудности. К сожалению, последние годы я наблюдаю очень нерадостное явление людей, которые никому не доверяют. И которые все время ищут подвох во всем и все время пытаются понять, где их обманывают, что им не додали. Я хочу всех успокоить. Программа 100% выполняет все обещанное до приезда. Именно для этого мы приготовили документ, который называется «Условия участия в программе «Первый дом на родине». Все написано. Нет ничего такого, что бы мы обещали и не сделали.
Не ищите подвоха. Доверяйте людям, которые вас здесь ждут, которые готовятся к вашему приезду. И не забывайте говорить спасибо. Это что-то, что исчезло сегодня из лексикона новых репатриантов. Это еще один отрицательный стереотип, который я, к сожалению, наблюдаю. То, что кибуц – это не деревня, они понимают очень быстро. Для этого достаточно все увидеть своими глазами или посмотреть твой фильм. А вот то, что люди здесь открыты, то, что люди здесь встречают вас и принимают вас в своем доме, а любой кибуц – это большой дом большой семьи, дорогого стоит. Поэтому доверяйте, будьте также открыты, улыбайтесь и не забывайте говорить спасибо. Спасибо вам. От всей души. И до скорых встреч. Возможно, тем зрителям, которые смотрели наш самый первый выпуск по поводу подготовки к переезду в Израиль, помнят, что с Еленой в этом выпуске мы уже разговаривали. И у всех, с кем мы не общаемся, есть стереотип, что Елена очень страшный, серьезный человек, и к интервью с которой нужно очень сильно подготовиться. Вот сегодня мы эти мифы стараемся развеять. Елена, откуда вообще такие корни растут? Почему так переживают общение с вами новые репатрианты? Смотри, Олег, мне очень трудно рассуждать об этом со стороны. Я себя со стороны не вижу. Участие в нашей программе – это право, которое нужно заслужить. Возможность участвовать в программе дается 200 семьям в год. Далеко не каждому человеку подходит наша программа. Я, как директор программы, обязана убедиться, что у людей действительно самые серьезные намерения. И беседа просто не может идти в ключе «давайте расслабимся и попоем песенки вместе». Это серьезный разговор о жизни вообще, о переезде в Израиль вообще. Я иногда говорю, что я считаю себя доктором по репатриации. Мне люди рассказывают свои исходные данные, и я могу им примерно предсказать, что будет с ними в Израиле через полгода, через год, через полтора, через два. Но для этого мне надо все узнать об этих людях. И я все эти вопросы задаю. И я действительно ковыряю, как говорят по-русски. Я действительно выясняю. Но все это ради блага самих людей. Лично мне, как человеку, как Елене Коварской, это может быть интересно, но не так важно, как самим людям. Я отношусь к своей работе со всей серьезностью. И я очень надеюсь, что все, кто обращается на нашу программу, обращаются на нее серьезно, после того, как они все прочитали, обо всем подумали, все для себя взвесили. И самое главное, выявили собственные приоритеты. Я начинаю все разговоры с вопроса о приоритетах. Помнишь, мы говорили, что важнее, вид на море из окна или хороший садик для ребенка? Что важнее, сильный ульпан или наличие завода на расстоянии 10 минут езды, где вы сможете работать, начиная с первого дня? Постройте свои приоритеты, приходите с ними на встречу со мной. Я обещаю, я не кусаюсь, особенно в Зуме и в Скайпе, что в принципе невозможно.